Народ, всем привет! Сегодня буду готовить блюдо китайской кухни, которое называется курица кунг-пао. Это очень простое, очень вкусное, достойное блюдо, поэтому оно и попадает на мой канал. Для приготовления этого блюда мне понадобится филе бедра курицы 500 грамм, зеленый лук, острый перец, 3-4 зубчика чеснока, корень имбиря, жареный арахис, различные специи и соусы. Начну приготовление с того, что замариную филе бедра. Хорошо промываю мясо, убираю лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца. В этом блюде я использую, как я вам уже сказал, филе бедра. Можно, конечно, по желанию использовать и куриную грудку, но вы должны прекрасно понимать, что с филешками куриными будет намного вкуснее и сочнее. Филе нарезаю на порционные кусочки, которые будет потом удобно кушать. Для маринада я использую 2 столовые ложки соевого соуса, рисовый уксус или белое сухое вино, то что имеется, где-то примерно 1 столовая ложка, щепотка небольшая соли, белый перец, 1 чайная ложка крахмала. Все это добавляю к мясу, хорошо перемешиваю и оставляю помариноваться где-то минут 20-30. Дальше я сразу подготавливаю соус, который непосредственно буду добавлять уже в процессе приготовления. Он состоит из 3 столовых ложек соевого соуса, 40-50 мл бальзамического уксуса, 2 столовые ложки кунжутного масла, 1 чайная ложка сахара, 2 чайные ложки кукурузного крахмала. Все это соединяем в миске и хорошо перемешиваем, чтобы сахар и крахмал хорошо растворились. Конечно, найдутся люди, которые волокут в китайской кухне, напишут мне в комментариях обязательно, где же рисовое вино китайское, перец сычуанский, который я не буду добавлять. Я добавляю те ингредиенты, которые у меня имеются. И я вам скажу, что я уже пробовал этот рецепт, и получается очень вкусно. Конечно, если не имеете какие-то соусы дома, можно немножечко проэкспериментировать и добавить то, что у вас имеется. Допустим, вместо бальзамического уксуса можно добавить, допустим, устричный соус, либо рыбный, если есть. То же самое касается сахара. Я добавляю 1 чайную ложку сахара с горкой. Для меня достаточно. А вы уже знаете, это нужно, допустим, приготовить 1 раз и понять, что вам в этом блюде что-то лишнее или что-то не хватает. Пробуем. Сразу я подготавливаю остальные ингредиенты, потому что все потом готовиться будет очень быстро. Здесь у меня такой острый перец. Он на даче растет. Потом я их высушиваю и всю зиму использую. Добавляю в различные блюда. Можно использовать также острый, свежий. Я нарезаю его ножницами до семян. Мелко режу корень имбиря, примерно 2-3 сантиметра длиной. Также мелко режу 3-4 зубчика чеснока, в зависимости от размера. И пучок зеленого лука. Все подготовил, за это время у меня уже курица замариновалась, дальше все готовится очень быстро. Да, кстати, в это блюдо я буду добавлять жареный арахис. Но я уже сразу купил готовый, его эти шалушки с них снял, с арахиса. Допустим, не нашли вы жареный арахис, соленый не нужен. Возьмите обычный и обжарьте на сковороде. И, кстати, в это же масло я дальше буду обжаривать курицу до готовности. Можно потом обжарить курицу. Обжаренную курицу убираю с сковороды. В нее добавляю острый перец, имбирь и чеснок. Прям несколько секунд, пока не пойдет аромат. Дальше возвращаю курицу обратно. Все это прям опять несколько секунд
обжариваем вместе, вливаем соус, только немножечко его нужно перемешать, потому что крахмал оседает на дно. Прям несколько секунд, добавляем арахис, зеленый лук, все перемешиваем и блюдо готово, можно подавать. Все готово, как вы могли видеть, готовится все очень просто. Ну что, теперь нужно затестить, хотя я это блюдо готовлю уже неоднократно. Это очень вкусно, это сочно, курица просто вот тает во рту. Все классно получилось. Вы обязательно должны попробовать. Я думаю, это станет одним из ваших любимых блюд. Ну, хотя бы не один раз вы его приготовите, это точно. Вы смотрели канал «Двойная порция». С вами был Александр. Всем пока.